Вау! Прямо так вот рукой его хочется пощупать. Как же хочется пощупать рукой это небо. И представляете, это лично мой кусочек неба. Вот с этими елочками, с этими березками. Это мое. Класс. Ю-ю-ю-ю. Волшебство. Так красиво. Божечки, спасибо тебе, Господь, за вот эту красоту. Друзья, всем привет! Несмотря на все блокировки, я снова прорываюсь к вам со своим новым видео. Покажу сегодня небольшой такой весенний влог о своей деревенской жизни. Ну а вы подпишитесь на меня во всех соцсетях, чтобы не потеряться. Ссылки на свои соцсети я оставлю под этим видео. Вышла я тут, значит, прогуляться до местного сельского магазинчика. У меня завтра приедет мама, нужно купить хлеба. И заодно с вами поболтаю. У нас сегодня такая красивущая погода, солнечно. Еще и лежит снег, как видите, очень много снега. И от него солнце отражается и слепит глаза. Поэтому я в темных очках, не пугайтесь. Просто я не хочу плакать на камеру. У меня льются слезы. Прям вот снег такой слепящий, прям глаза. И поэтому я в темных очках. Хочу поговорить с вами на такую очень интересную тему. Мне тут подписчица написала сообщение, спросила: Наталья, приглашаете ли вы гостей? Я там готова вам помочь по ремонту, по участку и так далее. Что я хочу сказать, друзья? Я, конечно, рада бы вас пригласить, но у меня просто нет условий для гостей, понимаете? У меня нет ремонта в доме, у меня ничего не обустроено на кухне. У меня санузел требует ремонта. Ну, перед гостями как-то стыдно. Своих знакомых, близких, друзей, с которыми я в реальной жизни общаюсь, вполне могу пригласить. Вот. Перед ними как бы не стыдно, а с людьми, с которыми я не знакома, которые вот из сети просто смотрят меня, ну, мне как-то неудобно, понимаете? Я, конечно, понимаю, что я для вас уже близкий такой достаточно человек, но и вы меня поймите, я никого из вас лично не знаю, за исключением там каких-то 2-3 людей, может быть, с которыми я в реальной жизни общалась и с которыми близко очень общаюсь, да. Вот вы представьте ситуацию, как я могу пригласить абсолютно незнакомого человека, просто вот без обид. Из сети какой-то человек мне написал и попросился в гости. Ну вот как? Рискнули ли вы бы просто какого-то абсолютно незнакомого человека пустить к себе в дом? Я думаю, вы меня поймете в этом плане, да. В общем, прошу понять и простить, как говорится, да. Все мы люди. И я думаю, что вы с пониманием отнесетесь к моему такому решению. Значит, когда я только-только приехала в этот дом, заехала, да, у меня по соседству стоял дом абсолютно пустующий. Его продавали. И у меня сразу же возникла идея сделать его гостевым. То есть купить его, отремонтировать и сделать гостевым для своих подписчиков, чтобы они тоже приезжали в гости на соседний участок, в соседний дом, наслаждались живописными видами. Ну, такой, я имею в виду под аренду, да, вот когда люди приезжают в арендованный дом и отдыхают, там, семьи с детьми, например, и так далее. Вот это была бы классная идея, конечно. Но на тот момент у меня не было денег даже на обустройство своего дома, не говоря уж о том, чтобы еще какой-то там по соседству покупать. И его тоже ремонтировать надо было, выкладываться в него, там голые стены были. Да и сейчас, собственно говоря, у меня нет таких финансовых возможностей, чтобы выкупить дом и обустроить его под гостиный дом. Да? У меня, дай бог, еле-еле душа в теле, что-то находится на обустройстве своего дома по финансам. И, наверное, растянется это на много-много лет. Друзья, я, значит, иду, и меня поймала сейчас женщина, подарила вот такой красивый шарик воздушный и говорит: сегодня Международный день счастья. А я говорю: как удачно. У меня блог называется «Счастливо в деревне». А вы откуда? В сельской администрации работаете? Да, я специалист по социальной работе. Ага. Вот. Моей задачей является оказывать помощь срочную. Это как хирургическое терапевтическое отделение, то есть хирургическая такая срочная как бы вот помощь разовая. Вот, людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Вот. Это могут быть люди как и пожилого возраста, инвалиды, как и люди
вполне, так сказать, трудоспособного возраста, Мгм. который на какой-то момент испытывает временные трудности, вот, связанные с чем-либо, какая-то такая тяжелая жизненная ситуация. Мгм. Вот, люди к нам обращаются, мы помогаем, чем можем, и вещами, и в оформлении документов, Мгм. и в трудоустройстве на работу. То есть к нам практически в деревне, так как у вас блог про деревню, Мгм. вот, то есть в деревне мы практически, ну, на все руки приходится быть специалистом. Ага. Вот, помощь такая, как бы она многогранная. Мгм. Вот, я люблю свою работу, мне очень нравится, интересно общаться с живыми людьми. А я тоже, кстати, когда-то в соцзащите работала 4 года. Я психолог по А, образованию. вы психолог по У меня образованию? тоже были группы пенсионеров, Мгм. дети из неблагополучных семей, я тоже с ними работала. Но я понимаю, в принципе, Да, о чем вы. да, о чем вот моя работа. Да, очень, если раньше, когда все это организовывалось в начале 90-х годов в нашей стране, то есть как бы основной, ну, как бы сказать, момент помощи, он сводился к тому, что людям было очень тяжело, не платили зарплату, пенсии, детские пособия, чтобы каким-то образом материально как-то пока-то, ну, Мгм. помочь. Вот. Ну, и сегодня у вас что за мероприятие? Сегодня, так, я конкретно, значит, про сегодняшнее мероприятие чуть позже скажу. Хочу просто сказать, что мы дожили до такого этого, ну, где-то, наверное, какой-то момент переломный у нас наступил в истории нашей страны после 90-х. Вот, то теперь люди, слава богу, одеты, обуты. Ну Они да, теперь хотят хлеба, и не только хлеба, но еще и зрелище. да, поэтому, в общем-то, нам Точно. пришлось немножко, ну, как бы перестраиваться, вот все под видение, да, веяние времени, Мгм. вот, и поэтому, значит, мы устраиваем мероприятия. Например, в том году у нас 8 марта было такое замечательное мероприятие, которое мы организовывали в клубе совместно с нашим сельским домом культуры. Оно называлось «Мода из комода». Вот, то есть Прикольно. задача была, чтобы что-то из 90-х, были шапки, формовки, Ага, да-да-да, я были, значит, помню. вот эти вот толстые шерстяные колючие шарфы. Прикольно. Вот, да, я была одета в платье а-ля 60-х с белыми носочками. Я уже не помню, по-моему, в 60-х это была мода. В белом берете и в авоське, в которой прям дырчатая такая авоська. У людей все это сохраняется, люди не все повыбрасывали. Молодцы. Некоторые как-то любят от хлама избавляться, а у некоторых какая-то вот такая вот, ну, ностальгия, что ли. Ну да. Вот, и поэтому, значит, у меня в авоське были апельсины. Да, я так сразу вспомнила, как в те года всё Да, это мама, было. я помню, меня покупала мандарины. Мгм. Тогда еще редкость это было на Новый год. Это же было прям целое Да, это. это было, да. Мандарины, действительно, запах елки, мандарины. Был какой-то такой, если про Новый год вы вспомнили, был какой-то такой определенный, ну, как бы сказать, набор, типа оливье, селедка под шубой. Да. Вот. И, кстати, многие до сих пор ностальгируют, что именно вот это было на новогоднем столе. Так, а сегодня что за... Да, сегодня, значит, у нас по календарю Международный день Во счастья. как, друзья. Он был учрежден Организацией Объединенных Наций, как Ух бы ты. по всему миру. Единая такая дата. Если, например, День матери в разных странах, он в разные дни празднуется. Ну да-да-да. Вот. У нас, например, всегда там последнее воскресенье ноября, то, значит, вот такой вот праздник. Ну, как вам сказать, праздник, не праздник, лишний повод. Здрасте. Лишний повод сделать какое-то добро людям. Ну вот, в общем, придумали вот такой маленький этот, чтобы напомнить людям, что счастье-то оно разное, многогранное. Ну да, Вот для у каждого каждого оно свое, свое. да. Да, нет такого какого-то вот большого, как вот, может быть, кто-то раньше думал. Универсального счастья нет. Да, абсолютно да. И вот у нас сегодня такая акция. Мы как бы задаем вопрос, что такое счастье. Что такое Кстати, счастье? вам забыла задать. Давайте Давайте-ка, мне прям интересно. Ну, лично мое счастье – это свобода. Так, от чего свобода? Ну вот, например, я жила раньше в городе, да, Так. Мгм. и я переехала за город, чтобы у меня была возможность просто кататься по полям, лесам на велосипеде. Очень люблю гулять по просторам, и для меня это прям вот, для меня это счастье. Ну, это один из аспектов счастья, скажем да, так. согласна. Для меня счастье иметь свой дом, крышу над головой. Значит, возможность не платить ипотеку тоже Мгм. счастье. Для меня счастьем вообще вот реально было счастье переехать в деревню, потому что здесь столько свободы, столько простора. Я удаленно работаю, кстати. Мгм. Вот, и свежий воздух, природа, животные. У меня, кстати, 6 кошек появилось здесь. Так. Мгм. Из- Огород. Из города привезла 2, а вот появилось 6. Ну, огород я уже 3-й год здесь живу, потихоньку обустраиваю. В этом году хочу теплички делать красивые. Мгм. Помидоры, огурцы, это вот прям... Я теперь магазинные не могу есть, честно. Мгм. Правда. Счастье выращивать свой огород, это правда. У городского жителя нет Видите, такой да. возможности. Вот мы с вами как раз и говорим, какое у нас счастье, оказывается, многогранное. Вот. Если раньше, например, или, может быть, кому-то до сих пор это видится, огромные дома,
Да. яхты, виллы и прочее, прочее, то сейчас, наверное, уже, да, люди... Иметь свой дом, и иметь свой кусочек земли и заботиться о нем, это же вообще, мне кажется, красота. Кстати, все мои подписчики, они все тоже мечтают о доме. Либо у кого-то есть, и они как бы А у созвучны вас мне. есть подписчики местные? Местных полно, меня Полно. смотрят все практически. Как у нас говорил один знакомый, да что вы. Вы опрашиваете людей, да, в этот день счастья, и И каждый говорит, так, и потом и что? каждый рассказывает, что для него Счастье. является счастьем, да. А потом что? А потом я им дарю шарик, повышаю им настроение, люди улыбаются. Мгм. Вот, и как-то то, что я кому-то сделала приятное, что люди заулыбались, пусть хотя бы на какой-то период времени забыли, отвлеклись, может быть, до этого у них там что-то было. Мгм. Ну вот я так считаю, что вот праздник удался. Мгм. А, у вас Рабочая группа У есть? нас есть рабочая группа, А да, где, ВКонтакте? ВКонтакте. А можно на себя посмотреть ВКонтакте? Да, обязательно можно. Да, я вам как-то, мы сейчас с вами, значит, чего-то сделаем, чтобы как-то друг друга увидеть. Да, сконнектиться. Да, но дело в том, что я не заведую этой рабочей группой. Дело в том, что я просто рядовой специалист. Да, у нас этой группой занимаются определенные люди, которым этим занимаются. Я поняла, да. И они в эту группу выкладывают тот материал, который они посчитают нужным. Ага. Вот. Выложат этот материал, не выложат. Но для меня самое главное то, что я отметила этот праздник, поговорила, пообщалась с людьми. Мгм. Вот. И, соответственно, я пишу, так сказать, ту небольшую статью. Ух ты, вы местный журналист, получается. Нет, Нет, а кто? я не журналист, я простой рядовой работник. Ну, считаю, по совместительству, как бы, получается так. Ну, так красиво здесь вообще. Я прям влюбилась в эту местность, когда сюда приехала дом смотреть. Пошла в магазин и наткнулась на счастье. Да. Вот так вот, Вам еще в друзья. магазин надо пройти. Да, хотела хлеба купить. Вот такая приятная, неожиданная встреча со мной случилась в Международный день счастья. Я считаю, что вот такое совпадение, оно не случайно. А вы как думаете? Так, ну что, друзья, иду я домой из магазина. У меня теперь ежедневные прогулки по моему селу, по окрестностям. Хочу вам показать. Вот здесь вот старая школа, она еще из дерева, ну, сруб стоит. Раньше здесь учились местные дети. Когда-то давно, сейчас они ездят на учебу в райцентр. Вот, видите, какая у нее огромная крыша, она много-много окон в ней. Я, к сожалению, туда не подходила, никогда близко ее не смотрела. Да и сейчас, кстати, к ней не подойти, потому что там сугробы. Вот, она стоит просто как хозпомещение сейчас, я думаю. Вот, может быть, летом как-нибудь пойду туда и поснимаю. В общем, почему я гуляю, сейчас каждый день вам расскажу. Я тут озадачилась своим здоровьем. Я уже в конце того года уже говорила, что хочу как-то здоровьем своим заняться больше, чем домом и участком. Потому что, ну, должен быть какой-то баланс, согласитесь. Здоровье свое нужно беречь. Будет здоровье, будет и возможность заниматься и домом, и участком. А если здоровья не будет, то, соответственно, и сил на это тоже не будет. Так вот, я тут купила себе недавно умные часы. Посмотрите, у меня какие они красивенькие. Всем телеграммам, всем чатам выбирали мне эти часы. Я сначала хотела Samsung, вот, потому что у меня телефон Samsung, но меня все-таки уговорили на Xiaomi Pro 10, по-моему, они называются. Xiaomi Band Pro 10. Сейчас эти часы считают мне шаги, сколько я хожу по деревне до магазина и обратно. И вообще они смотрят за моей активностью и за моим сном, за моим сердечным ритмом и так далее. Зачем, значит, мне это нужно? Так вот, друзья, рассказываю, для чего я приобрела вот этот фитнес-браслет. У меня есть такая очень вредная привычка не замечать времени и усталости. И если я погружаюсь в какую-то работу и меня не беспокоит, то я могу очнуться только к вечеру. При этом я могу забыть поесть, могу часами напролет сидеть за ноутбуком без движения. И если я делаю что-то на участке, то могу втянуться в какую-то работу, где меня будет зашкаливать пульс за 130 ударов в минуту. Будет заходиться сердце, трястись ноги от перенапряжения. А я при этом буду не замечать этого, потому что, например, я увлечена созданием какой-то очень нужной грядки.
Вот такой вот человек, друзья, ну что поделаешь. А фитнес-браслет мне, короче, теперь очень напоминает о том, что я, например, слишком долго сижу за ноутбуком, и мне пора встать и размяться. Или сигналит мне о том, что у меня зашкаливает сердечный ритм от перенапряжения, и мне пора сделать паузу и отдохнуть. Более того, в фитнес-браслете, друзья, я сейчас отслеживаю, насколько я хорошо сплю, потому что если мой сон очень тревожный, то это значит, что у меня со здоровьем что-то не так или с образом жизни тоже что-то не так. Например, если день у меня был гиперактивным, то мне потом сложно уснуть из-за высокого кортизола, который я хапнула во время физической перенагрузки. А это значит, что на следующий день я буду ползать как улитка по своему участку из-за того, что выжила себя просто на максимум, да. И, конечно же, это не очень хорошо для здоровья. А еще, друзья, что мне очень нравится вот в этом фитнес-браслете, я теперь могу отслеживать уровень своего физического стресса. И знаете, я, кстати, заметила, что, оказывается, я сейчас стрессую еще из-за того, что мне приходится обрабатывать массу цифровой информации, которая большим потоком льется на меня из смартфона и ноутбука. Но вы сами подумайте, на своей удаленной работе я обрабатываю сейчас большое количество информации из почты, из различных программ и так далее. А также я блогер и веду 5 соцсетей на минуточку. Переписываюсь ежедневно со своими коллегами, с друзьями, с близкими, отвечаю на комментарии, от чего у меня даже иногда бывают головные боли и судороги от перенапряжения в психике. Тут уже даже никакой магний не помогает, извините. В общем, я всерьез задумалась о цифровой гигиене, друзья. В общем, через приложение фитнес-браслета вот этого я теперь вижу статистику всех своих показателей за месяц. И, к примеру, могу все это выгрузить в нейросети, чтобы они мне написали рекомендации, что можно скорректировать в своем образе жизни, чтобы я все-таки в деревне была, была счастлива, а не выжатая как лимон, да. Кстати, в Китае сейчас очень популярна такая нейросеть, как ИИ-ассистент OpenClave, я вот здесь напишу ее название, который за вас может обрабатывать массу информации, которая приходит вам по электронной почте, в соцсетях, и выдавать вам только то, что по-настоящему важно для вас. Вот это вот, друзья, очень хорошо экономит ваше время и бережет вас от информационного шума, который вызывает стресс, кстати. В общем, друзья, я для себя поняла, что нейросетям сейчас жизненно важно, необходимо обучаться, потому что в будущем нужно будет уметь с ними работать, разбираться в них. Как все сейчас разбираются со смартфонами и компьютерами, да, умеют на них работать все, даже вот дети. Мне кажется, и с нейросетями также будет. Без них тоже в современном мире просто будет скоро не обойтись. Поэтому я очень рекомендую сейчас начать обучение нейросетям, хотя бы из бесплатного марафона в школе Михаила Христосенко. Кстати, эта школа за 6 лет обучила более 100 тысяч специалистов, а сейчас проводит бесплатный онлайн-курс по нейросетям. За 5 дней вас с нуля научат создавать контент с помощью нейросетей, который можно потом продать какому-нибудь бизнесу, например. Или вас научат собирать сайты, презентации, генерировать картинки, различные видео с помощью искусственного интеллекта. За эти задачи, кстати, сейчас платят от 10 до 50 тысяч рублей. Также вас там научат автоматизировать рутину и повседневные задачи, чтобы работать меньше, а успевать больше и вообще находить время на жизнь, друзья, в том числе и в деревне. Также вас там научат работать с различными нейросетями, управлять ими, находить проекты для дополнительного заработка. И вы сможете дополнительно к своему основному доходу, к своей работе, да, получать от 30 до 100 тысяч рублей в месяц. Это легко, вы узнаете вот на этом курсе. Ну и также останетесь востребованным специалистом на рынке труда. Ссылку на бесплатный курс по нейросетям от школы Михаила Христосенко я оставлю под этим видео. Обязательно запишитесь на него и сходите на него, ну хотя бы для общего развития. Друзья, я снова на снегоступах, у меня тут дела, я опять поправляла свой провод, который ведет в баню свет. И посмотрите, что там делается. Белка! Кс-кс-кс-кс. Белка! Белек, 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 белек! Белка! На столбик туда села, тоже электрику проверяет мадам наша. Вот так вот, вот. Моя девочка, мы, скажи, вместе гуляем, да, моя киса? Молодец. Сейчас пойду кедр проверять, конец участка. Лопату свою взяла еще с собой. Буду откапывать его там от нас-то. Бель, ты гулюнькаешь, да? Ты гулюнькаешь, молодец, моя киса. Смотрите на ее хвост. Моя кисонька. Мой сладкий. Сладкий кот у меня тут. Ну, иди дальше, иди. Так, друзья, я на месте откапываю кедр. Со мной Белочка. Вон там со мной Масюточка. Мася на дерево, на яблоне забралась. И знаете, я так поднимаю сейчас голову. И посмотрите, что я над собой вижу. Боже, они живые. Прям до них можно как будто бы дотронуться.
Такая красота, друзья. Переезжайте обязательно все за город. Тут настоящая жизнь, да, Белек? Настоящая. Мы еще кедр не откопали, куда-то он закопался. Не понимаем, где он, но, надеюсь, сейчас откопаем. Ой, копаем дальше. Так, друзья, ну что, вот я раскопала свой кедр в конце участка, наконец-то. Я уж думала, что уже все его потеряла, но нет, смотрите, он живой. На удивление, и очень вкусно пахнет хвоей. Здесь у него талая водичка, будет его поливать в снегу. Вот такая вот красота, посмотрите. Пушистик мой. Он прям лежал уже под настом. Видите, какая высота снега. И это при всем, что в середине зимы я его чистила где-то. Ну, как в середине. В феврале, наверное, я чистила его, когда снегопады сильные были. Вот, а так здесь у меня на участке, но метр снега точно еще лежит. Смотрите, Мася ко мне идет. Масютка, ты моя девочка. Все тебе любопытно, да? Ти, моя сладкая, иди. Мы с Масечкой смотрим. Вот здесь вот белочка с нами бегает. Белка? Ты моя девочка, иди к нам, иди. А мы тут с Масютой. Белка? Девчонки со мной гуляют. Им прям понравилось так. Ты мой сладкий. Вот кедр это у нас тут. Кедр, мы его откопали, Мась. Молодец. Ты мне помогла, Масечка. Вот. Сейчас буду собираться и опять пойду. Белек. Они с Маськой тут играются. Ой, какие у них тут игрища. Они бегают по нас тут друг за другом. Такая у них беготня. Я не могу, такие забавные. Мася! Мась, ты нас не будешь ждать? Белек кого-то увидела. Кто там? Кто там, Бель? Кто там такой? Кто там? Ну, пошла. Ну, иди гуляй с Масюткой. Идите, я сейчас тоже одену снегоступы и пойду домой. У меня по плану сегодня шашлык с мамой на мангале. Надо еще веток напилить. Видела, там вот в середине участка где-то груша сломалась. Сейчас сухую ветку эту возьму, распилю, и будет у нас шашлычок на грушовых веточках. Девчули со мной тоже гуляют, смотрите. Девчули, вам нравится тут гулять? Тигры ходят, уссурийские, вместе со мной. Охрана у меня вот такая, ребятки. Вот такая у меня охрана. Мася, полезла куда-то туда. Ну все, сейчас буду снегоступ одевать и домой идти. Друзья, я все еще не могу налюбоваться на небо. Вот так вот посмотрите. Вау! Прям вот так вот рукой его хочется пощупать. Как же хочется пощупать рукой это небо. И представляете, это лично мой кусочек неба. Вот с этими елочками, с этими березками. Это мое. Класс. Волшебство. Так красиво. Божечки, спасибо тебе, Господь, за вот эту красоту. А еще совсем недавно я тут неожиданно обнаружила на кассе в Пятерочке вот такую вот красотищу. Вы посмотрите только. Это горшочная роза. Я не знаю, что это за сорт, но цвет у нее просто бесподобный. Посмотрите, какой-то коралловый, персиковый. Я просто в восторге. Я как ее увидела, схватила в руки и побежала к кассе, чтобы ее вперед меня никто не купил. Вот, на упаковке было написано, что ее можно высаживать также в открытый грунт, так что я ее высажу летом в свой сад к своим 5 кустам роз, которые я посадила в прошлом году. Вот такого цвета у меня роз еще не было. И вот я ее посажу, вы посмотрите, какая красота. Я в восторге от этого цвета. Ну, в общем, на сегодня все, друзья, пожалуй. Увидимся с вами в следующем видео. Обязательно подпишитесь на меня во всех соцсетях, чтобы нигде меня не пропустить и не потерять. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.